Агата, юная девушка из тихой деревни, всегда гордилась своей честностью и невинностью. В ее окружении разговоры о деторождении считались табу, и это подчеркивало ее стремление к чистоте и порядку в своей жизни. С ранних лет она мечтала о другой жизни в большом городе, вдали от тяжелого труда и ограничений, которые накладывала жизнь в деревне. В ее мечтах город представлялся местом, где будут царить новые возможности, где вместо тяжелых физических работ она будет заниматься интересным, необычным делом, где можно будет открыть для себя что-то новое и стать более независимой. Освободившись от традиционных представлений о жизни, Агата была полна надежд и ожиданий о том, что ее ждет впереди. Когда Агата поступила в техникум, она покинула свою родную деревню и впервые переехала в город. Здесь началась новая глава ее жизни, полная новых знакомств, новых эмоций и, безусловно, новых испытаний. Однако, по мере адаптации к городской жизни, переживаемое первое потрясение пришло, когда ее отправили на гинекологический осмотр, момент, который стал одним из наиболее судьбоносных в ее юной жизни. Врачи, не смущаясь, сообщили ей, что она уже не девственница. Это известие стало для нее настоящим ударом, представлявшим собой не только личную катастрофу, но и глубокую эмоциональную травму, с которой ей предстояло справиться. Внезапно мир, который она себе так тщательно выстраивала, покачнулся, и ей пришлось заново осмысливать свою идентичность. На новом, незнакомом месте Агата начала знакомиться с окружающим ее миром, и одной из ее первых подруг в общежитии стала Аня. Эта активная и жизнерадостная девушка, член местной банды, вначале казалась Агате олицетворением городской жизни, яркой и вызывающей. Аня явно пользовалась уважением в общаге и имела много друзей, в том числе влиятельного парня по имени Марк. Это знакомство, хотя и казалось опасным, давало Агате ощущение безопасности и уверенности. Аня пообещала защитить ее от любых возможных проблем и опасностей, что сняло хотя бы часть тревог, которые испытывала Агата в новом городе. Между ними завязалась дружба, основанная на поддержке и общей непохожести на остальных девушек в их окружении. Чтобы создать уют в своей комнате, Агата вместе с Аней стала заниматься обновлением интерьера. Девушки решили переклеить обои, как это делают в популярных журналах, и они с энтузиазмом выбрали красивые яркие оттенки. Они даже приобрели новую ковровую дорожку, которая добавила комфорта и тепла. Процесс преобразования своей комнаты стал для Агаты не просто физическим улучшением пространства, но и способом немного отвлечься от тревожных мыслей о гинекологическом осмотре. Для нее это стало приятным времяпрепровождением, которое помогло обогатить их жизнь, добавив ее сердцу немного радости. Эти моменты совместного творчества укрепили их дружбу и позволили Агате почувствовать себя частью этого нового мира, в который она так стремилась попасть. Среди новых знакомых Агаты выделялся молодой человек по имени Митька. Его харизма и уверенность привлекали ее внимание с первых секунд. Митька, с его яркой внешностью и самодовольством, быстро начал проявлять интерес к Агате, активно ухаживая за ней. В начале их общения молодой человек подчеркнуто осведомленно забрасывал ее комплиментами и искренними похвалами, что делало его привлекательным в глазах Агаты. Несмотря на его настойчивость, Агата, привыкшая к своей неприступности, старалась сохранять дистанцию, не поддаваясь на его ухаживания и сохраняя свой внутренний мир. В то же время ее новые подруги завидовали их отношениям и таинственности, которая окружала их вместе. Таким образом, она оказалась в центре внимания, что придавало ей дополнительную уверенность в себе. Но как противодействие ему однажды, возвращаясь в общежитие поздно вечером, Агата столкнулась с группой молодых людей.
Их поведение стало угрожающим, и они начали ее преследовать, насмехаясь и провоцируя. В этот момент она почувствовала, как страх охватывает ее, и на пороге сердца поле боли и переживаний, о котором она даже не догадывалась. Но здесь, как по волшебству, один из парней вдруг узнал в ней девушку Митьки Чижова. У него была такая уверенность в голосе, что он тут же остановил друзей и объяснил, что они не трогают своих. Это жадное чувство безопасности и гордости быстро окутало Агату, что позволило ей понять: она не одинока, и есть те, кто готов ее защитить. После инцидента с группой агрессивных парней Агата осознала, что быть девушкой Митьки — это не только привилегия, но и определенная ответственность. В ее сознании сложился образ эксклюзивности, когда она поняла, насколько полезно и удобно иметь заступника, особенно когда сама оказалась в уязвимой позиции. Вскоре она выдвинула условия. Интимные отношения возможны только после официального брака, на что Митька с готовностью согласился, что укрепляло ее уверенность в нем. Однако вскоре она заметила, что у него проявляются темные стороны. Его резкая грубость и частые обманные маневры привели его к противоречивой натуре, полной жестокости и нежности. Эти странные и беспокойные черты характера Митьки иногда настораживали ее, но Агата нашла в себе силу направлять его буйную энергию в нужное русло, стараясь сгладить острые углы их отношений. Эти противоречия были как семена, посеянные в ее сердце. Они начали прорасти в самый неподходящий момент, когда остальное ее жизнь стало тихим озером спокойствия. Вскоре после волнующих новогодних праздников Агата почувствовала себя плохо. У нее поднялась температура, и она ненадолго отошла от суеты. По настоянию Ани ей нужно было пройти медицинские процедуры, чтобы получить больничный лист. Это обстоятельство добавляло ей стресса, ведь еще до болезни у нее оставались переживания по поводу своего предыдущего визита к гинекологу, который все еще гнетет ее. Агата начала переживать о том, что ей необходимо пройти анализы крови, флюорографию и снова посетить гинеколога. Все это вызывало большие страхи и волнения. Процедуры, казалось, добавляли дополнительный уровень тревоги в ее жизнь, и даже когда она чувствовала себя плохо, ее разум не оставлял эту неопределенность. Анализ крови провели в скорой помощи, а флюорографию она прошла самостоятельно. Но страх перед очередным осмотром у гинеколога продолжал мучить ее, и когда пришло время вновь пройти осмотр, Агата находилась в замешательстве. Гинеколог попросила ее раздеться, и Агата, не зная, что делать с гинекологическим креслом, почувствовала, как паника охватывает ее. Врач, замечая ее смятение, пыталась объяснить необходимость осмотра и взятия мазков для исключения венерических заболеваний, но слова становились все более невообразимыми в ее голове. В тот момент, когда ей предложили раздеться, Агата в замешательстве и испуге отказалась, сделав заявление о том, что она девственница. На удивление, врач решила не проводить осмотр, вместо этого выписав больничный лист. Этот поворот событий стал для Агаты неожиданным облегчением, но вскоре ее страхи возобновились, когда через 3 дня ее снова вызвали в больницу, уже из-за подозрения на сифилис. Врач сообщил, что результаты анализов требуют дальнейшего обследования у гинеколога, и вновь мир Агаты погрузился в туман неопределенности. Она чувствовала себя пленницей, запертой в собственных переживаниях и страхах. Когда Агата вернулась домой, ей снова пришлось столкнуться с собственными демонами и найти ответы у родителей. В ее сознании происходила борьба. Она не осмелилась сразу задать родителям волнующий вопрос. Все из-за стыда, который охватывал ее каждым новым осознанием произошедшего.
Она была намерена обмануть родителей и сказала, что ее здоровье ухудшилось, а врач посоветовал уехать домой для лечения. Эта ложь отвлекла ее, но она знала, что рано или поздно придется столкнуться с правдой. Она ждала появления младшей сестры Софии, чтобы поделиться своими переживаниями и получить поддержку в этом трудном диалоге. Внутри ее разрывалось множество невыносимых мыслей, но надежда на понимание пылает внутри нее. Когда Соня появилась, Агата решилась на откровенность и призналась сестре, что она не девственница. Она не знала, как объяснить произошедшее, и боялась оттолкнуть Софию, придушив в себе все мысли о возможных последствиях. Соня пыталась понять ситуацию и предполагала, что с сестрой могла произойти какая-то беда, возможно, даже в состоянии алкогольного опьянения. Этот разговор стал очередным шагом в их сестринских отношениях, но он также поднимал новые вопросы, на которые требовались ответы от родителей. Обе сестры решили обратиться к родителям. Сестры с решимостью и тревогой направились к родителям, осознавая, что ответ на вопрос о потере невинности могут знать только они. Соня обрисовала проблему родителям, и в воздухе повисло напряжение. Мать побледнела, а отец остался неподвижным и напряженным, словно каменная статуя на фоне бурного потока жизни. Агата ощутила прилив слез, но не могла произнести ни слова, оставаясь парализованной от боли. Отец, чувствуя ответственность, говорил о том, что Агате не нужно знать правду, и пытался смягчить ситуацию, однако его слова только усиливали напряжение. Соня, не желая оставлять вопрос без ответа, настаивала, что Агата имеет право знать. Отец, все более озадаченный, обещал, что тот, кто это сделал, уже наказан, но эта фраза только добавила в сердце Агаты горечи. Слова родителей о предстоящем раскрытии правды вызывали у нее внутреннее беспокойство. В конце концов, мать, все же решившись на откровенность, объяснила, что с Агатой произошло несчастье в возрасте 6 лет. Отец рассказал, что сосед по имени Петька использовал что-то, чтобы оглушить ее, что стало ударом для всех. В этот миг в голове Агаты всплыли воспоминания о том, как она потеряла сознание, преследуя бабочку в своем детстве. Когда Агата осознала, что Петька все еще живет рядом с ней, ее захлестнуло чувство возмущения и ярости. Это открытие стало для нее шоком, и, наполняясь гневом, она осудила родителей за то, что они не обратились в полицию. Внутренний конфликт рос. Она чувствовала себя раздираемой между ненавистью к старому соседу и желанием отомстить. В ярости она выбежала из комнаты, разрываемая эмоциональной бурей и жаждой мести. Мысли о жестокой расплате за ее страдания терзали ее, и она проклинала Петьку, молясь о том, чтобы он получил возмездие. София, наблюдая за состоянием Агаты, решила оставить ее в покое, чтобы дать возможность справляться с эмоциями самостоятельно. Это время одиночества не дало Агате покоя. Она мечтала о том, как накажет Петьку, как разорвет его жизнь так же, как он разорвал ее собственное детство. Убеждение о том, что она не одна и что с этим можно что-то сделать, придавали ей силы. Тем не менее, страх открыться Митьке о своем прошлом не оставлял ее, ведь она сильно боялась, что этот шок может привести к разрушению их отношений. Агата старалась избегать Петьку, тем более, что ее страх, что Митька оставит ее, лишь усиливался. Каждое их взаимодействие напоминало ей о том, что скрывается за ее спиной, и ее старания предостеречь его от правды не находили упреждающей поддержки. Митька начинал проявлять черты ревности, он высказывал недовольство тем, что она общается с другими мужчинами и, кажется, иногда следил за ней. Спустя месяц от обострившейся ситуации Агата все же решилась открыть Митьке правду.
Она знала, что больше не может жить с этой тайной, которая разлучает их сердца, и сердце ее замирало от ожидания его реакции. Когда Агата призналась Митьке о своей утраченной невинности в подъезде, он сначала молчал, закуривая сигарету за сигаретой, погруженный в свои мысли. Долго для нее висела тишина в воздухе, которую прерывал лишь шорох сигаретного дыма. Наступил момент, когда напряжение в воздухе стало слишком густым, а затем, когда он наконец заговорил, его ответ оказался спокойным. Он заявил, что все равно любит ее. Эти слова должны были принести облегчение, но в сердце Агаты они создавали смешанные чувства. Она и не могла предугадать, что произойдет потом. Они договорились, что не будут делать акцент на свадьбе, что не предвещало ничего хорошего. Отношения Агаты и Митьки продолжались 1,5 года, однако они начинали превращаться в настоящую борьбу, полную конфликтов и непрекращающейся ревности с его стороны. Его постоянные подозрения тяготили ее, каждый новый шаг, который она делала в мире без него, вызывал у него панику и гнев, и эта ситуация все чаще приводила к ссорам. С течением времени его ревность становилась невыносимой, и пища для конфликтов накапливалась в их общении. Вскоре Митька начинал проявлять физическую агрессию, что заставляло Агату искать выход из этой токсичной ситуации. Она пыталась убедить себя и его, что их отношения закончены, но каждый раз она вновь была поймана в сети страсти и боли. В одном случае, в отчаянии и на пределе, он в итоге избивает ее, а потом умоляет о прощении, что только добавляло дополнительной запутанности в их отношения. В конечном счете, вся семья Агаты пришла к решению перевести ее в другой город, чтобы избавиться от влияния Митьки, который разорял ее жизнь. Это было непростое, но и неотвратимое решение. Оно давало ей возможность начать что-то совершенно с нуля. Когда Агата начала учебу в новом техникуме, она надеялась забыть о прошлом и переосмыслить свою жизнь. Этот переход стал для нее не просто сменой окружения, а поворотным моментом, который позволял оставить все позади. Внутри нее закралась надежда, что здесь она сможет создать новую версию себя, погружаясь в учебу и обретая новые интересы. Каждый новый урок, каждое новое знакомство было наполнено для нее смыслом и необычным вдохновением. Она чувствовала облегчение, когда старые тревоги начали постепенно растворяться. Однако вскоре в ее жизнь вновь врывается Митька. Он находит Агату у двоюродной сестры и требует вернуться. Этот необычно настойчивый визит открыл новую главу ее страха, питаемого его угрозами, и в этом диалоге она показывала ему обручальное кольцо сестры, утверждая, что вышла замуж. Этот шаг вроде должен был защитить ее, но внутренний голос продолжал тревожить изнутри. Реакция Митьки на это заявление оказалась не слишком оптимистичной. Он не верил ее словам и продолжал настаивать на своем, что только усугубляло ее состояние. Но, несмотря на это, Агата сделала шаг вперед и покинула его, услышав свой внутренний голос, грозивший ей предостережением. На следующее утро, шокированная и напряженная, Агата почувствовала, как снова настала ее пора страха. Митька угрожает ей ножом, требуя, чтобы она поехала с ним, и в эти напряженные мгновения вдоль ее костей пробегает мурашка. Этот момент стал кульминацией ее страха, когда дни мучений и внутренней борьбы достигли предела. К счастью, вмешательство студентов отвлекло Митьку, и он ушел, оставив ее в замешательстве, но живой. С этого дня все изменилось. Агата больше никогда не видела Митьку, и это перевернуло ее восприятие реальности, дав ей возможность сосредоточиться на себе. Прошло полгода, и жизнь Митьки вдруг снова стала источником новостей. Судьба Петра,
соседа, незаслуженно испортившая детство Агаты, также оказалась в руках времени. Он стал жертвой собственных алкоголизма и социальной изоляции, теряя работу и семью. В конечном итоге его жизнь полностью разладилась. Через 10 лет его история закончилась. Он замерз насмерть, не дойдя до города, и это событие было знаковым в истории Агаты. Тем временем Агата за это время строила новую жизнь. Она нашла стабильность в учебе, обретя новую семью и детей, которые наполнили ее жизнь светом. Вновь осознав, насколько важно идти вперед, она заполнила свое сердце теми эмоциями, которые раньше могли вызвать лишь страх. Этот новый путь стал ключом к ее внутреннему покою. Она научилась ценить каждую мелочь, которая могла принести ей радость, и вниз, по гобелевым дорожкам ее жизни начала двигаться уверенно, оставляя позади те боли, которые мучили ее в юности. Теперь, повзрослев и став ясной, решительной женщиной, Агата смотрит в будущее с надеждой и силой, понимая, что прошлое и его темные деньки только окрасили ее восприятие выбранного пути.